Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего, события недели с 17 по 23 февраля. И когда-то прежде на моем канале были такие короткие прогнозы на неделю, и я решила их возобновить и совместить с картами пасьянса. Я знаю, что среди вас, мои дорогие, мне много об этом писали. Как и возобновите недельные прогнозы, как и мало стало пасьянсов. И я так думаю, что вот те, кто любят, есть любители пасьянса, но есть и не любители. Но вот для тех людей, для тех из вас, мои дорогие любимые подписчики, кому действительно это нравится, или эти карты откликаются в вашем душе, в вашей душе, вы понимаете, о чем они вам, какую энергетику хотят передать. Я надеюсь, для вас они будут полезны. Но будем реалистами, безусловно. Любой прогноз-расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Я едва ли не в каждом видео об этом говорю. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. И карты пасьянса никогда же не знаешь, что тут совпадет. Маленькие карты с их рандомным значением. Буду благодарна вашим комментариям. Есть для вас смысл, нравится вам это видео или нет, как мне правильно оценить, если вот в этом формате сделать прогнозы наши более регулярными, еженедельными. Я вам всегда благодарна за ваши комментарии, с удовольствием читаю. Не всегда, правда, отвечаю, прошу меня извинить в силу занятости. Но это ваше вдохновение, это и мое вдохновение тоже. И мне очень приятно читать, когда, ну, как вы описываете, даже в подробностях искренне, что у вас, какая ситуация происходит. Потому что я должна сказать, я ведь не вижу, что это может быть. Я только предполагаю, передаю как бы сюжет или метафору карт. Ну, давайте будем смотреть, что у вас на кону, мои дорогие тельцы. Вопросы дома, вопросы семьи. Здесь может быть буквально дом, как стены, да, или место вашего пребывания. Но могут быть и домочадцы. Может быть, и с вашими родственниками какие-то контакты. Может быть, это то, что для кого-то, мы же опять же все разные. Если вы собираетесь куда-то переезжать, то здесь вы тоже можете просчитывать, где я буду находиться. Ну и тут разные вопросы могут быть и оформление, или перекликаться и с финансами могут. Но тем не менее, вот семейный очаг. Такие вопросы, которые очень важные. Особенно для вас, мои дорогие тельцы, и астрологически у вас сейчас что-то подобное может тоже решаться. У кого-то из вас, смотрите, флирт, буквально. Может быть, новое знакомство, но тогда эта карта не говорит о чем-то серьезном. Или когда мы грандиозные замыслы даже по новому знакомству строим. Да, ну как, знаете, приятное времяпрепровождение, но при этом остаться реалистом. Мы еще не знаем, как будет развиваться история, и поэтому себе не навредить, мои дорогие. Но для вдохновения, для того, чтобы, может быть, куда-то недалеко попутешествовать с кем-то, да, особенно для тех, кто один или одна, правда, тут может быть какая-то очень интересная история. Тогда эти отношения вас могут вдохновлять, правда. Давайте посмотрим. Может быть, это и флирт для тех, кто в паре. А почему нет? Ну, планетарные транзиты как раз-таки февраля даже могут оживить те отношения, которые несколько подувяли. Поэтому для каждого из вас в той или иной мере вот этот флирт может проиграться. Как игра какая-то, да, почему мы и говорим, мы тут не воспринимаем что-то всерьез. И вот смотрите, выпадает у вас меч. У кого-то это может быть, знаете, я все-таки могу и так предположить, ссора. Мы часто, когда выпадает меч, высказываем свое мнение, причем такое острое. Или когда вам захочется, мои дорогие тельцы, внести ясность по части ваших домочадцев или вашего дома, отстоять свои позиции или, может быть, провести с каким-то человеком, с которым у вас были уже прежде отношения. Ну, как разговор на чистоту, куда идут наши отношения. Ну, это если мы в целом соединим, да, потому что мы все разные. У кого-то вот этот нож, он может вообще не совпадать ни с личной жизнью, ни с вопросами дома. Но когда выпадает эта карта, это мы всегда настороже.
И это ваше внутреннее состояние души. Вы чем-то недовольны, мои дорогие тельцы. Тут у каждого свое будет недовольство. Ну, мы, пожалуй, всегда бываем чем-то недовольны. Ну, редко, когда у нас прям такое какое-то всеобщее благоденствие. Увы. Может быть, кто-то из вас, вот смотрите, выпадает змея. Вы можете как чувствовать, ну, человек обманывает, и вы захотите прояснить что-то на чистоту. Для себя определиться, больше понимать, куда я иду дальше, кто идет со мной, кому я могу в будущем тоже доверять. По аркану змея нам, в принципе, говорят, будь внимателен, потому что иногда проходят льстивые люди, правда, говорят одно, а думают другое. Берегите себя, мои дорогие тельцы. И если вы действительно такую персону вычислили, тогда не стоит говорить ей, чтобы она знала, что вы разгадали хитрый план. Но, тем не менее, посмотрите, радость какая-то. И у кого-то из вас, правда, вот смотрите, у вас еще совпал нож и мельница. То я так вижу больше, что пустые разговоры. Может быть, нет смысла говорить какому-то человеку, что вот ты знаешь, все, я теперь уже понял или поняла в отношении тебя. Человек будет отпираться, он найдет 1001 аргумент, чтобы вам доказать, что вы не правы. В итоге вы погрузитесь в какие-то сомнения, и разговор закончится ничем. Не должно быть какой-то пировой победы, опять же, потому что каждый остается при своем мнении. Тот, кто был хитрым, вы его не перестроите. Он будет хитрить более изощренно. А вам вот делать выводы, и если вы действительно все же... Наша жизнь без неожиданностей не обходится. И мы живем среди людей, нам приходится с ними договариваться, и люди абсолютно разные. Поэтому, если вы действительно хитрый план чей-то разгадали, храните молчание. Тогда вам это помогает. У кого-то из вас это будет касаться недавнего знакомства. Именно недавнего. Потому что, смотрите, вот это лицо называется в колоде лицо, а изображена цыганка. Ну, поэтому цыганский старинный пасьянс, наверное. Так вот, обозначение этого как лица имеется в виду того человека, которого мы не знаем достаточно хорошо. Или пусть даже отношения у вас были долго или продолжались долго, но, может быть, человек подводил. Или вам как шестое чувство подсказывает, нет, вот тут не торопись, вот с этим человеком не доверяй. Или доверяй, но проверяй. Или какие-то еще разные нюансы, тогда действительно вы можете просчитать буквально того человека, на которого надеяться не стоит. Не стоит. И может быть тогда все, что он говорит или обещает, вы поставите под сомнение и примете для себя самого или самой необходимые какие-то решения, чтобы себя в том или ином вопросе буквально обезопасить. Посмотрите, у вас еще выпадает радость, венок. Давайте посмотрим, что еще. Много совпадений, хотя еще только само начало. Ух ты, у кого-то дело может идти к свадьбе. В этой колоде, когда совпадает венок и крест, это буквально венчание, мои дорогие. Может быть, это отношения, которые идут к такому бракосочетанию. Мы все же все разные. Перекладывайте на себя. А то, чтобы мне пишут потом, какое венчание или какое бракосочетание. Мне 60 лет, ну или там я произвольно говорю, или там еще какие-то варианты. Будьте реалистами. Не смешите ни себя, ни людей. Ну, правда. Читаешь комментарии, должна сказать, кроме улыбки ничего подобного не вызывает. Все же это карта. Я всегда говорю об этом, мои дорогие тельцы. Но, тем не менее, для тех, у кого отношения идут именно в эту сторону, вы можете подобные разговоры, совершать. Или что-то планировать, соглашаться на что-то. Или обсуждать какую-то тему. Но я могу также еще и сказать, что вы можете и не доверять. Может быть, вы делаете предложение, или вам его делают, и вы будете раздумывать, а нужно ли мне вообще все это. И в этом мы тоже разные. Смотрим дальше. У кого-то может и не совпадать, кстати, тогда будет какая-то радость, и когда выпадает крест, это нам как будто что-то по судьбе. И я могу предположить,
Вы, к примеру, можете что-то согласовать, оформить или с кем-то договориться. Или, к примеру, это будет касаться вашей вот недвижимости, да, вопросов дома, где вы будете проживать. Тут вас словно ведет судьба. Вообще на февраль месяц есть такие энергии, что вам говорят, ты не пытайся что-то ускорить, телец. Это мы, если говорим про астрологию. Но если какие-то события пытаются войти или ворваться, как мы говорим, в вашу жизнь, это не ваше тогда ускорение. Это как внешние обстоятельства пытаются именно вас, ну, куда-то направить или заставить вас о чем-то задуматься, то тогда вот этому следует уделить пристальное внимание, не отложить что-то на потом. Давайте мы посмотрим, что же нам подскажут карты Таро. У кого-то из вас вот сейчас увидела, смотрите, совпало сердце. И может быть вполне так, что было какое-то знакомство, мои дорогие тельцы. После этого с ножом разбитое сердце, да, ну, как отношения закончились, или, ну, как-то себя человек повел некрасиво, или обманул, или было какое-то предательство. Вот разбитое сердце какое-то было. Есть действительно какое-то сожаление. Просто у кого-то это сожаление по части личной жизни. И вы тогда могли принять во внимание, что я плохо знаю какого-то человека и поставить на чем-то крест. А здесь этот человек будет пытаться войти еще раз в вашу жизнь или взять какой-то реванш. Но вы уже тогда не верите. У кого-то вот что-то подобное в личной жизни может проиграться. Ну, а уже вам, как этот судьбоносный урок, необходимо пройти. Может быть, даже через какую-то совсем неприятную, деструктивную ситуацию. Мы тогда делаемся сильнее. Магами не рождаются, ими становятся. И это на самом деле так. А для кого-то, смотрите, я еще вижу, вы сами вот этому флирту можете сказать «нет» или какому-то знакомству, потому что прежде какая-то история была со знаком минус. Или вы можете отменить, мои дорогие тельцы, какую-то поездку, закрытый путь. В силу разных обстоятельств, может быть, и сама по независящей от вас причине тоже поездка отменяется, или потому что вы кому-то не доверяете. Если мы сложим вот да, так можно сделать, крайние ряды сопоставить. Тогда, вы знаете, все в вашей власти. Вы что-то решаете судьбоносное, возможно, на этой неделе. Или каким-то образом ваше любое действие может в последующем иметь отклик или отклик у конкретного человека. Но я так вижу, все равно телец остается довольным. Может быть, какую-то многоходовочку-то вы так просчитаете, что придете или приведете какое-то дело в конечном итоге к правильному знаменателю, или какая-то ситуация для вас прояснится. Ну, давайте идем дальше. И первое, что мы узнаем, сфера ваших достижений, работы и денег. Каковы энергии? Давайте достанем карты. С чем это связано? А ведь правда, кто-то может собираться в дорогу. Ну, наверное, вот этот закрытый путь не для всех проиграется, хотя, ну, кто знает, куда вы собираетесь. Иногда мы куда-то приезжаем, и у нас не состыковывается с нужным человеком поговорить, как бы, ну, разговор не состоялся. Поехать мы поехали, для себя, может быть, эта поездка, мы что-то проясняем, и мы понимаем, делаем вывод, что какая-то история не может быть продолжена, или мы сами не хотим. По аркану колесницы в любом случае, даже если мы испытываем в чем-то разочарование, а все равно вам какая-то может помочь поездка, может быть, увидеть какую-то реальность иначе. Кто знает, кто-то и познакомиться может в поездке, все же мы все разные. Всегда это карта успеха, и нам говорят, вот что бы у тебя сейчас ни происходило, тут действительно подводи телец итоги и ориентируйся на будущее. Назад дороги нет. Все же колесница – это когда мы смотрим вперед. И я не говорю, что совсем назад дороги нет. Имеется в виду, мы не пытаемся что-то как реанимировать отношения, которые, ну, уже прежде закончились ничем. Или когда нас человек предал, или когда мы столкнулись в отношении нас с какой-то нечестностью. Вот все это дает нам
Абсолютное преимущество в том, чтобы сделать выводы и идти дальше. И дальше тогда уже карта успеха как раз говорит о том, что иди вперед. Но у кого-то это проиграется, если мы говорим все-таки работа, достижения или деньги. Тогда это продуктивная карта на вашу популярность, на вашу работу, на продолжение какого-то проекта. Может быть, тогда для вас какая-то поездка совершенно необходима для себя прояснить тот или иной вопрос. И для кого-то она может означать как прорыв, если был прежде какой-то стопор. Но будем бдительны. Давайте посмотрим. Сфера ваших достижений. Правда, вы выбор какой-то делаете. Ну, по 8 кубков мы делаем выбор в отношении себя самих. И выбираем мы тоже себя самих. Часто по этой карте бывает так, когда мы пересматриваем партнерские отношения, любые. И, может быть, по части работы. Вы меняете работу. Или, ну, кто-то может поменять, к примеру, работали в офисе, а теперь будете работать на дому. Или работа из любой точки мира. Или, наоборот, работали на дому, а теперь вы будете ходить в учреждение, в организацию, в коллектив. Вот есть какое-то перепланирование собственной жизни, будем говорить, по части достижений, работы и денег. Или это новые заработки. Я должна сказать, что астрологически, мои дорогие тельцы, для вас на 2025 год есть такая задача. Ну, у каждого по-своему будет, потому что каждый находится в своих возможностях. Но было бы неплохо, когда у вас доход осуществляется из разных источников. Поэтому, если вы о чем-то подобном задумываетесь, продолжайте думать, как это осуществить, и вы найдете выход. Это для тех, кто всерьез хочет, поставил какую-то цель, и она упирается в деньги. Рассмотри новое направление. Вот конкретно человек идет в новом направлении. Вы здесь и по части денег можете что-то переиграть. По части соглашений, каких-то договоров, может быть, это будет зависеть от людей, кстати, или от каких-то обстоятельств, которые будут на вас влиять, вынуждая вас это сделать. Давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Но правда вы кому-то не верите, потому что не хотите повторения какой-то прежней ошибки. А почему? Ну вот королева мечей – это сильная позиция. У нас тут никаких иллюзий не остается. Мы надеемся сами на себя. Мы умеем договариваться. Это карта независимого человека. Но независимость, кстати, она приходит не через наши доказательства, не через нашу где-то остроту эмоций, когда мы пытаемся склонить к какому-либо своему мнению кого-то другого. Мы храним молчание. Мы полшага отступаем, оставляем человеку думать все, что он хочет. Но при этом остаемся на своей волне и идем дальше. Вот это вам добавляет сильные позиции. Никому не рассказываем о своих планах. Тогда это еще в дополнение плюс к сильной позиции, как усиление ваших возможностей. Умеет хранить молчание королева мечей. Прообраз первой карты – это Юдивь. Помните об этом. Так, а что это за ситуация такая может быть? Вы знаете, у вас может быть какая-то новая возможность, и лучше об этом никому не говорить. Туз Пентаклей чаще всего это как помощь высших сил. Значит, не проболтайтесь. Пусть это будет как ваш собственный инсайт, каким образом вы зарабатываете деньги, или как вы теперь будете строить, возможно, отношения с вашими партнерами, в конечном итоге какой-то денежный эквивалент. Здесь нужно самого себя сохранять. И тогда у вас из этого семечка, как прообраз по тузу Пентаклей, вырастет денежное дерево. Но надейтесь сами на себя от начала до конца. Но энергии именно этой недели вам помогают что-то просчитать и сделать однозначный выбор. Давайте мы посмотрим сферу отношений, любви и личной жизни. Что для вас? Ну, правда, какое-то окончание может быть. И это не есть вообще окончание, как разрыв, хотя я и такое могу допустить. Но это может быть, это ведь всегда карта трансформации, перевод отношений на новый уровень. И даже если, вот как я сказала, человек возвращается в вашу жизнь, ну, я могу и предположить, с одной стороны, с учетом карт пасьянса, что у человека есть свои интересы. Или, может быть, расставшись с вами, к примеру, если мы про личную жизнь, он уже понял, что теряет гораздо больше и думает вернуться, потому что, опять же, есть свой интерес.
Ну, быть, конечно, прозорливым и помнить, что интерес сегодня есть, завтра нет, это определенно стоит. Но то, что могут вернуться в каком-то новом качестве отношения, я такое могу предположить. Но у кого-то также может быть и окончание. Или завершение какой-то ситуации. Может быть, какие-то были разбирательства. Мы смотрим ведь вот эта сфера на отношения вообще. Тогда этим разбирательствам, выяснению отношений тоже приходит конец, как будто финал. И перестроить эти отношения на новый лад в том случае, если какое-то сотрудничество продолжается. При этом, понятно, быть прозорливым, внимательным и не искать груши на вербе, понимать, что если человек, к примеру, подвел, а обстоятельства, ситуация продолжают или вынуждают продолжить какое-то взаимодействие, тогда быть настороже. То есть в других каких-то энергиях перестроить себя по 13-му аркану вам придется. И мы все разные, и жизнь не бывает полностью предсказуема. Где-то человеку ничего об этом, кстати, не говорить. Может быть, не вспоминать былое и думать, для кого-то и так проиграется. Но и самому, как я уже сказала, не надевать розовых очков. С чем это еще может быть связано? Какие энергии? Ну, как какой-то тупик у вас должен быть закончен. Действительно, вы, вот эта 8 кубков. Мы искали выход, может быть, из какой-то затянувшейся ситуации, а теперь вы его находите. Или вы с чем-то определяетесь, и как только вы определяетесь, вам словно пространство начинает помогать. Может быть, какие-то события извне приходят у вас в течение этой недели, которые как раз вам и помогают определиться по поводу личной жизни или буквально дома, вашего последующего места пребывания, проживания. Или что вы будете согласовывать, решать дальше в высоких инстанциях, в каком, в принципе, направлении вы пойдете. По 2 мечей мы искали выход, и, судя по всему, вы его найдете. С чем это еще будет связано? А будет какое-то новое предложение, и все то, что я сказала по аркану 13-му, смерть, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это именно трансформация, перерождение. По сути, это вот когда мы зерно садим в землю, кстати, и прежде чем маленький росточек, который хранится внутри семечка, начнет пробиваться в одиночку, кстати, сквозь землю к солнцу, оболочка, которая предохраняла его, как служила ему, ну, как надежным панцирем, она должна быть разрушена. И именно вот разрушение этого панциря проходит по 13-му аркану. И теперь у нас путь вперед открыт. Но какую-то дорогу мы должны пройти, как в темноте, как тот росток, прежде чем мы пробьемся к свету. Есть какая-то тема, которая у вас будет продолжаться еще какое-то количество времени, но это больше, я так вижу, по части ваших достижений, потому что мы доставали туз пентаклей именно на достижения. Но они могут быть связаны с взаимодействием в обществе или в вашем социуме. Но и здесь может быть какое-то новое предложение или какая-то добрая весть. Что же еще в сфере отношений и личной жизни? Но все равно карта нас говорит или призывает быть внимательному. 7 мечей, карта вора. Хоть нигде и не прописано, а тем не менее. Это говорят, это присутствует. И значит, у кого-то это проигрывалось. Ведь это карта хитрости, обмана. И у нас тут тоже змея выпадала. Но вот вы не верите. Поэтому берегите себя. Не торопитесь, не бегите впереди паровоза. Где-то мы об этом говорили с вами, когда доставали карту королевы мечей. И все то, что я по ней сказала. Для вас это будет дважды, мои дорогие, актуально. Но я теперь хочу достать следующие карты, как карты совет. Чему, мои дорогие тельцы, вам нужно уделить внимание? Каким сферам? Что обустроить, согласовать или в чем навести порядок? В документах. У кого-то по части здоровья. Если вы чувствуете недомогание, помните, только доктор может оценить ваше здоровье объективно. И тогда не нужно смотреть гадания. Вот мне пишут иногда пройти обследование, именно проговорить это со специалистом, но не додумывать самому. Может быть, какие-то важные согласования по закону. У кого-то из вас вы будете принимать решение, если это касается личной жизни, к примеру, насколько человек готов в отношении вас далеко пройти. В каких-то согласованиях. Вот я говорила, да, буквально венчание проходит. И это может напрямую быть как подготовка к таковому и создание
необходимых условий, подготовка может быть предыдущая, документов, вы можете обращаться в высокие инстанции, получать, опять же, какие-то документы, или вы будете искать какой-то выход, обращаться к юристам, к адвокатам, такое тоже проходит по королю мечей, или к высоким чиновникам, к примеру, если вопросы недвижимости. Очень много направлений по этой карте, но это как вот мы должны именно оттолкнуться от буквы закона, и тогда нас закон сохраняет. Не идти против системы и быть реалистом. Да, король мечей, жесткий человек, и вам все же, как совет, вам нужно продумать, быть в таких же энергиях. Они вам помогают. Хотя, может быть, и в отношениях у кого-то это проигрывается, король мечей, близнецы, весы, водолей или человек, имеющий там асцендент. Он может, кстати, не знать. Давайте посмотрим еще, в чем вам нужно либо навести порядок, либо обустроить. Завершить, опять же, какую-то подвешенную ситуацию. Или совершить важный разговор, или на что-то решиться. Ну, не случайно 13-й аркан. Когда, может быть, прежде нас словно, ну так, держали в неведении. А теперь по 12-му аркану мы сами больше не хотим быть в тупике. Та история, которая напоминала двойственные отношения. Или когда вы кому-то что-то пообещали, может, у кого-то и по деньгам. К примеру, ведь это старший аркан. Но если мы про деньги, ну, как минимум на этой неделе карта не говорит, что мы даем кому-то в долг. Или мы подписываем какие-то документы в плане. Это как ваше обязательство или поручительство. Кто-то берет кредит, а вы подписываете поручительство. Или вы кому-то обещаете, что будете долго помогать. Не давайте, в принципе, обещаний, потому что у вас самих есть те вопросы, которые вам нужно прояснять. А на пороге у вас перемены. И как там дальше разовьется ситуация, вы пока не знаете. Что же еще вам нужно обустроить? Ну, может быть, и буквально разобраться с личной жизнью. По королеве кубков, ну, это карта любящего человека. И здесь у каждого будет по-своему. Может быть, уделить внимание вопросам по части родственников. Иногда и так будет карта показывать. Может быть, у кого-то проигрывается, кстати, с учетом того, что нам выпало по картам пасьянса вопросы наследства. И не навредить себе. 9 жезлов дает сразу совет. Будь внимателен. У тебя сейчас телец, в принципе, достаточно физической силы. Но ты должен уделять и бодрости, и здоровью определенное внимание, потому что ты сейчас находишься на том жизненном этапе, когда силы тебе потребуются. И тебе нужно перед тем, как тратить их, или на что-то соглашаться, включаться в какое-то дело, или вопрос, ты должен очень крепко подумать, а надо ли? И только два направления рекомендует эта карта, чтобы, первое, если нам угрожает буквально опасность или какая-то ситуация для нас может быть, ну, очень неоднозначная, тогда мы должны приступать к действиям. Или когда вам предлагают, и что-то это как предложение, ценное предложение, тогда мы его тоже не должны упустить. Вот два пункта: не навредить и не упустить. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы. Буду благодарна вашим комментариям. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.